Oh, you look so tired. Come here. I think you should just try to sleep now. Do you maybe want me to read something to you? I know it helps you fall asleep faster. Oh, you want me to read in Russian? Okay, sure. Let me just... Okay, this is a very well-known fairy tale. Okay? I have no idea why you like hearing me speak in Russian, though. Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в 3 классе 14 школы и все время отставал. И по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению. «Успею», — говорил он в конце первой четверти, — «во второй вас всех догоню». А приходила вторая, он надеялся на 3. Так он опаздывал, да отставал да опаздывал, и не тужил. Все успею, да успею. И вот однажды пришел Петя Зубов в школу, как всегда с опозданием. Бежал в раздевалку, шлепнул портфелем по загородке и крикнул: «Тетя Наташа, возьмите мою пальтишко». А тетя Наташа спрашивает, откуда-то из вешалок: «Кто меня зовет?» «Это я», — Петя Зубов, отвечает мальчик. «А почему у тебя сегодня голос такой хриплый?» — спрашивает тетя Наташа. «А я сам удивляюсь», — отвечает Петя. Вдруг охрип ни с того ни с сего. Вышла тетя Наташа из-за вешалок, взглянула на Петю, да как вскрикнет: «Ой!» Петя Зубов даже испугался и спрашивает: «Тетя Наташа, что с вами?» «Как что?» — отвечает тетя Наташа. «Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на самом деле вы должны быть его дедушка». «А какой же я дедушка?» — спрашивает мальчик. «Я Петя, ученик 3 класса». «Да вы посмотрите в зеркало», — говорит тетя Наташа. Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петю Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. Выросла у него седая, окладистая борода, усы, морщины покрыли сеткой лицо. Смотрел на себя Петя, смотрел, и застряслась его седая борода. Крикнул он басом: «Ой, мама!» и выбежал прочь из школы. Бежит он и думает: «Ну, если уж мама меня не узнает, тогда все пропало». Прибежал Петя домой и позвонил 3 раза. Мама открыла ему дверь. Смотрит она на Петю и молчит. И Петя молчит тоже. Стоит, выставив свою седую бороду, и чуть не плачет. «Вам кого, дедушка?» — спросила мама наконец. «Ты меня не узнаешь?» — прошептал Петя. «Простите, нет», — ответила мама. Отвернулся бедный Петя и пошел, куда глаза глядят. Идет он и думает: «Ах, какой я одинокий, несчастный старик. Ни мамы, ни детей, ни внуков, ни друзей. И главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики те или доктора, или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен, когда я всего только ученик 3 класса? Мне даже и пенсии не дадут, ведь я всего только 3 года работал. Да и как работал, на 2 и до 3. Что же со мной будет? Бедный я старик, несчастный я мальчик. Чем же все это закончится?» Так Петя думал, шагал и думал, и сам не заметил, как вышел за город и попал в лес. И шел он по лесу, пока не стемнело. Хорошо бы отдохнуть,
подумал Петя, и вдруг увидел, что в стороне за елками белеет какой-то домик. Вошел Петя в домик, а хозяев нет. Стоит посреди комнаты стол, над ним висит керосиновая лампа. Вокруг стола 4 табуретки, ходики тихают на стене, а в углу горой навалено сено. Лег Петя в сено, зарылся в него поглубже, согрелся, поплакал тихонько, утер слезы бородой и уснул. Высыпается Петя, а в комнате светло, керосиновая лампа горит под стеклом, а вокруг стола сидят ребята, 2 мальчика и 2 девочки. Большие окованные медью счеты лежат перед ними, ребята считают и бормочут. 2 года, да еще 5, да еще 7, да еще 3, да еще 7, да еще 3. Это вам, Сергей Владимирович, а это ваша, Ольга Капитановна, а это вам, Марья Васильевна, а это ваша, Пантелей Захарович. Что это за ребята? Почему они такие хмурые? Почему кряхтят они и ухают, и вздыхают, как настоящие старики? Почему называют друг друга по имени и отчеству? Зачем собрались они ночью здесь, в одинокой лесной избушке? Замер Петя Зубов, не дышит, ловит каждое слово. И страшно ему стало от того, что услышал он. Не мальчики, а девочки, а злые волшебники и злые волшебницы сидели за столом. Вот ведь как, оказывается, устроено на свете. Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые волшебники разведали об этом. И давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова и еще одного мальчика, и еще 2 девочек, и проводили стариков. Состарились бедные дети, и сами того не заметили. И человек, напрасно теряющий время, не замечает, как стареет. А время, потерянное ребятами, забрали волшебники себе. И стали волшебники малыми ребятами, а ребята старыми стариками. Как же быть? Что делать? Да неужели не вернуть ребятам потерянной молодости? Почитали волшебники время, хотели уже спрятать щиты в стол, но Сергей Владимирович, главный из них, не позволил. Взял он щиты и подошел к критикам. Покрутил стрелки, подергал гири, послушал, как тикает маятник, и опять защелкал на щитах. Считал он, считал, шептал, пока не показали хотяки полночь. Тогда смешался Сергей Владимирович костяшки и еще раз проверил, сколько получилось у него. Потом подозвал волшебника к себе и заговорил негромко. Господа волшебники, знаете, ребята, которых мы превратили сегодня стариков, еще могут помолодеть. Как? Воскликнули волшебники. Сейчас скажу, ответил Сергей Владимирович. Он вышел на цыпочках из домика, обошел его кругом, вернулся, запер дверь на латышку и подворожился на палкой. Петя Зубов замер, как мышка, но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не увидел Пети. Sorry, honey, my voice is cracking already. I hope you don't mind if we can continue it another time. Oh, you're already falling asleep. It makes me happy that you like hearing my voice so much. Okay. Now I think you should try sleeping.